Однажды вечером, прогуливаясь, Каджу стал свидетелем того, как девушка споткнулась и оказался в идеальном положении для того, чтобы покормиться ею. Но он сдержал свой порыв, потому что понимал кодекс братана и не хотел портить свидание другому брату. На следующий день, готовясь к экзаменам по макияжу, он пожаловался, что хочет купить последний хентай, но Йос напомнил ему, что ему нужно пройти тест. Или он бросит учебу и превратится в бесполезного неудачника, такого же, как его покойник. Помимо Еза, его сопровождала девушка по имени Асаги, чтобы убедиться, что он закончил с ключевыми темами. Но Каджу подумал, что она просто ищет предлог, чтобы получить от него бесплатные обеды. Через некоторое время она решила уйти на работу, и Йос тоже последовал за ней, потому что двое парней, сидевших на краю ресторана, были совершенно не в духе. Заплатив за их еду, он оказался настолько разорен, что не мог позволить себе поездку на поезде домой, из-за чего ему пришлось идти пешком под палящим солнцем. Когда он заметил, что преследовательница тайно следует за ним, он направился в торговый центр и попытался оторваться от нее. Однако она была настолько настойчива, что ему пришлось инсценировать романтическую встречу, столкнувшись с ней в двери в надежде раскрыть ее истинные намерения. Девочка быстро заняла оборонительную позицию, думая, что он собирается напасть на нее. Но когда она назвала его четвертым прародителем, Каджу заговорил с ней по-английски. Итальянец, так что это выглядело так, словно он был иностранцем, который не понимал, о чем она говорила. Она попыталась позвать его по имени, но он сказал ей, что она выбрала не того парня, прежде чем выйти из торгового центра. Он заметил, что мини-юбка тупой девчонки привлекла к ней внимание некоторых преступников-извращенцев, что заставило его немного понаблюдать за ними. Он заметил, что они носили серебряные ленты, которые были идентичны регистрационным номерам демонов, и когда мужчины попытались приставать к девушке, он попытался вмешаться. Но остановился только тогда, когда девушка набросился на мужчин, используя причудливые приемы, основанные на магии молнии. Он заметил, что Гига-уродец был оборотнем, в то время как его напарник был вампиром D-типа, который по какой-то причине не обжаривается на солнце. Вампир немедленно освободился от своего магического ограничения, в результате чего отдел наблюдения объявил временную эвакуацию обычным гражданским лицам в этом районе. Вампир пошел дальше и вызвал фамильяра пылающего коня, готового хлопнуть в ладоши ничтожеству, отказавшемуся называть его папочкой. Она нисколько не испугалась и вооружилась механизированным копьем, которое она назвала Сикару. С помощью этого копья она одним выстрелом убивает сверхбыстрого коня, отправляя его обратно в глубины ада, чтобы встретиться с моим бывшим. После чего она бросается вперед, чтобы убить вампира. Как раз в этот момент Каджу вмешался в битву и велел вампиру исчезнуть, напомнив ему, чтобы он прекратил приставать к Лоли. Когда она спросила, почему он вмешивается, он ответил, что это нормально останавливать любого, кто издевается над слабыми. Она призналась, что не нарушала никаких правил, поскольку он был первым человеком, применившим магию в общественном месте, и даже вызвал фамильяра. Каджу напомнил ей, что именно она атаковала первого, и хотя он видел ее заговор, этого было недостаточно, чтобы напасть на него. С тех пор, как она стала уродливой, Винд-кун решил снова поставить ее в неловкое положение, из-за чего она обвинила Каджу в подглядывании. Но он сказал ей, что это ее вина за то, что она стояла на крыше грузовика, как девушка с плаката. Она спустилась вниз и собрала свой меч, а после того, как она ушла, Каджу наткнулся на ее бумажник, где обнаружил, что ее зовут Юкина. На следующий день он отправился в ее школу, надеясь вернуть ее кошелек, но когда узнал от учителя, что ее там нет, он решил подождать за пределами школы. Пока он рылся в ее кошельке, как подонок, его внезапно возбудил ее запах, который вызвал у него желание стать вампиром. «Начинай действовать». Он сумел сдержать это, высосав кровь из собственного носа, но Юкина мельком увидела, что произошло, и пришла к выводу, что он был дегенеративным извращенцем, который даже получил травму. Кровотечение из носа только за того, что он обнюхал кошелек девушки. Он пытался втолковать ей, что обладательница доски для серфинга не должна так высоко ценить себя, но это только разозлило ее, и она попыталась отобрать бумажник силой. Он попросил ее объяснить, почему она следовала за ним накануне, но нетерпеливая девочка поспешила распаковать свое копье, потому что насилие – это всегда выход. Однако у нее заурчало в животе. И поскольку он заметил, что в ее кошельке были деньги, он извинился за то, что заставил ее голодать, протянув ей деньги. Он также заставил ее купить ему ланч в благодарность за то, что он не украл ее кошелек, и пока они ели, она объяснила, что раньше посещала школу подготовки для организации «Король Лев». Невежественная Каджу понятия не имела об этой организации, что было шокирующим, поскольку это была популярная секта, которая охотилась на вампиров и демонов. Поэтому она объяснила, что это секретное агентство, которое работает над предотвращением крупномасштабных магических катастроф и терроризма. Она призналась, что является шаманом меча, которого организация послала понаблюдать за ним, но он был еще более шокирован, потому что организация предпочла проигнорировать ее прямоту, которая представляла гораздо большую угрозу для человечества, чем он сам. Она продолжает утверждать, что считается, что он обладает мощью вооруженных сил целой страны, что означает, что его существование представляет угрозу балансу сил. Она спросила, есть ли причина, по которой он скрывает свою личность как четвертого прародителя, сильнейшего вампира из легенд. Но он сказал, ее остров всегда был его домом, и он только недавно стал вампиром. Услышав это, она заявила, что человек не может стать вампиром,
потому что способ обрести бессмертие был утерян давным-давно. Это заставило его раскрыть, что предыдущий четвертый прародитель заставил его стать ее наследником, но когда она попыталась расспросить его дальше, воспоминания исчезли. Это начало причинять ему боль, так что ему пришлось перестать думать об этом. Она решила больше не совать нос в чужие дела и призналась, что у нее все еще есть задание наблюдать за ним и при необходимости устранить его. Поэтому она будет сопровождать его повсюду, если это возможно. Несколько дней спустя Юкина переехала в соседнюю комнату, чтобы облегчить свою работу преследователя. И находясь внутри комнаты, Каджу заметила, у нее почти не было никакой собственности, даже футона, на котором можно было бы спать. Но она сказала ему, что может спать на голом полу. Это заставило его понять, почему она была такой непривычно плоской, и он взял с нее обещание купить кое-какие предметы первой необходимости. Позже в тот же день он пошел сдавать последний экзамен по макияжу с Нацуки, своей учительницей английского языка и атакующим магом, которой на самом деле было 26 лет, несмотря на ее скромный вид, а также как один из немногих людей, которые знали, что он был четвертым прародителем. Оценив его, она спросила об инциденте, когда вампир выпустил на волю фамильяра в городе, напомнив ему не делать глупостей, которые могли бы раскрыть его истинную личность. Затем он спросил, знает ли она что-нибудь об организации Короля Льва, что заставило ее объяснить, что ему следует держаться подальше от любого из них. Их членами, потому что все агентство по сути было создано для того, чтобы иметь дело с такими аномалиями, как он. И все же этот глупый парень решил сопровождать Юкину в торговый центр в тот день. По ее поведению он понял, что у нее было мало знаний о внешнем мире, поскольку она считала все вокруг своего рода мощным оружием. Вернувшись в многоквартирный дом, они наткнулись на Нагису, сестру Каджу, но прежде чем он смог представить их друг другу, он узнал, что они друзья из школы. В его комнате Юкина даже помогала ему с домашним заданием, несмотря на то, что была на 2 класса старше ее. Она заметила, что он играет в баскетбольной команде, что побудило ее спросить, не ушел ли он из-за того, что стал вампиром. Он сказал ей, что это не так, и что он был эгоистичным игроком, которого втайне ненавидели его товарищи по команде, поэтому он просто уволился. Он также утверждал, что думал об использовании своих новых способностей для борьбы со злом, но он чувствовал, что миру не нужен еще один Бэтмен. Позже тем вечером, направляясь в круглосуточный магазин, они наткнулись на Нацуки, которая хотела наказать их за нарушение комендантского часа. Как раз в этот момент на другом конце города прогремел мощный взрыв, и они воспользовались возникшим в результате взрыва отвлекающим фактором, чтобы убежать. Они заметили, что это был очень большой фамильяр, который сеял хаос, и это побудило Юкину вооружиться, чтобы разобраться в ситуации. Когда Каджу попросил сопровождать ее, она сказала ему, что он идет по тонкому льду и не должен делать никаких движений, которые привлекли бы к нему нежелательное внимание. Она запрыгнула на движущийся поезд, который доставил ее недалеко от того места, где она нашла знакомого Феникса и его хозяина, который выглядел как кто-то, кто только что увидел его отрицательный тест на отцовство. Когда он атаковал своим огненным дыханием, проявление гигантской руки разбило пламя на более мелкие кусочки, которые попали в поезд Юкины, в результате чего он потерпел крушение. Она осталась невредимой и наблюдала, как рука доминирует над Фениксом, высасывая его магию, в то время как мастер также потерпел поражение внизу. Когда неизвестный противник показал себя, она сказала ему прекратить сражаться с демоном-инвалидом, поскольку это противоречит договору о нападении на демонов. В качестве ответа этот человек ясно дал понять, что считает договор дерьмом, и двинулся, чтобы закончить свой бой гигантским топором. Юкина блокировала его атаку своим копьем, в котором мужчина узнал копье истребительницы демонов, являющееся секретным оружием организации Король Лев. Это только еще больше взволновало его, когда он попросил о дуэли, представившись Рудольфом, боевым дьяконом из Европы. Когда он двинулся в атаку, она активировала свое заклинание с помощью специального заклинания и немедленно перешла в наступление, нанося быстрые удары, которые отбросили его назад. Однако он использовал движение для контратаки, нанеся ей мощный удар, который повредил ее ногу, хотя она блокировала атаку. Рудольф позвал своего фамильяра сверху, который использовал проявление гигантской руки, чтобы напасть на нее. Ей удалось ненадолго остановить руку, но фамильяр внезапно проявил вторую руку и был готов раздавить ее. Ее жизнь начала проноситься перед ней, хотя по понятным причинам она видела в основном лицо Каджу. Как раз в этот момент появился Каджу и одним ударом заставил фамильяра уснуть в обязательном порядке. Его вампирские глаза внезапно активизировались, и Рудольф узнал в нем благородного вампира, который, по слухам, может быть четвертым прародителем. Каджу умолял его немедленно покинуть город, но он утверждал, что у него была миссия по приобретению большого количества магических способностей. Его фамильяр поднялся, готовый к следующему раунду, поэтому Каджу с готовностью отдал ей частичку себя. Однако на этот раз ее удар сразил его наповал, и он был съеден до самого неба, покрытого кровью, но это только придало ему еще большей силы. Он начал двигаться с огромной силой, как заряженный Пикачу, что заставило его кричать от боли, как те неоправданно ужасные превращения в оборотня. Но по крайней мере Рудольф и его фамильяр испугались и вышли из боя. На следующий день репортеры объявили, что хотя в результате полуночного инцидента не было никаких известных жертв, это привело к отключению электроэнергии в этом районе, а также к разрушению железнодорожных
железнодорожного полотна, связывающего остров с Токио. По дороге в школу Каджу спросил, не собирается ли она сообщить об инциденте в свою организацию, поскольку его вспышка гнева привела к отключению электричества. Но она ответила, что он не был главным виновником и даже решила поблагодарить его за спасение ее жизни. Она призналась, что, возможно, в конечном итоге ей придется сообщить о случившемся, поэтому она спросила, почему он внезапно впал в неистовство из-за фамильяра Пикачу. На что он ответил, что не может контролировать их, потому что они не приняли его как своего хозяина. Когда она спросила, почему фамильяры, которых он унаследовал от предыдущего прародителя, не приняли его, он объяснил, что это скорее всего связано с тем, что он был вампиром-девственником. Она почти вызвалась помочь ему, как и подобает хорошему другу, но он сказал ей, что на самом деле он имел в виду, что еще ни разу не пил человеческую кровь. В классе одна мокрушница пожаловалась, что ей пришлось работать сверхурочно, чтобы запрограммировать новое программное обеспечение после инцидента прошлой ночью. Главный компьютер острова. Паджу считал ее довольно крутой, поскольку она могла работать как технический гений, чтобы помочь острову, в отличие от него, который был бесполезен и разорен. Пока они разговаривали, остальные мальчики из класса собрались вокруг, чтобы посмотреть на последнюю надменную игру своей школы. И когда они узнали, что она была в однокласснике Наджи, познакомились с Каджу, чтобы тот познакомил их. Вскоре он узнал, что Юкина была той девушкой, о которой они говорили, и хотя он не мог понять, почему они были без ума от нее. Появилась Нацуки и попросила его прийти в консультационный кабинет вместе с Юкиной, потому что она знала, что это они прошлой ночью бездельничали в круглосуточном магазине. Услышав, что он проводит время с какой-то красоткой по ночам, другие парни сердито посмотрели на него, в то время как мокрая девчонка из ревности отказалась выполнять задание, в котором она ему помогала. В комнате для консультаций Нацуки объяснила им, что было несколько случаев, когда вампиры подвергались нападениям ночью. Она сказала ему, что он также подвержен риску стать мишенью, поэтому ему следует избегать встреч с девушками по ночам. Расставшись с ней, Эукина предлагает им найти Рудольфа и его гомункула раньше, чем это сделает полиция, потому что если его схватят живым и допросят, он может раскрыть свою личность общественности. Она даже составила список зданий, принадлежащих церкви, где они могли бы прятаться. Однако Каджу сказал ей, что он, вероятно, будет находиться где-нибудь на виду, где сможет идеально слиться с толпой. Он решил попросить Асаги, которая работала в управлении данными на острове, провести полное сканирование офисов, принадлежащих церкви, но она смогла найти только одно соединение. Они с Юкиной сразу же направились в заброшенное заведение Хаман Килос, которое было заброшено много лет назад. Но когда они добрались до главного этажа, она сказала ему переждать битву, поскольку он любитель, который, несмотря на то, что был подавлен, был бесполезен, когда это было важнее всего. Он объяснил, что просто беспокоится за нее, потому что она не выглядела способной принять двух человек одновременно, и аргументировав это, она решила позволить ему сопровождать ее, взяв с него обещание выполнять все ее приказы. Когда они подошли к двери, она выглядела ржавой и неиспользуемой, что навело его на мысль, что они ошиблись адресом. Однако она использовала свое копье, чтобы рассеять магию иллюзии, которая позволила им проникнуть в заведение, где было так много гомункулов, сделанных из всех орехов, которые, по его мнению, были в безопасности в мусорном баке. Появился один из гомункулов и сказал им, чтобы они покинули это место, так как остров скоро затонет, потому что это была всего лишь временная земля, плавающая над пересечением драконьих жил со стороны моря. Рудольф также появился и объяснил, что они вот-вот найдут сокровище, поддерживающее стабильность острова, и как только они уберут его, он пойдет ко дну. Каджу был еще больше зол из-за того, что использовал девушку в качестве хозяина фамильяра, но мужчина утверждал, что это единственный способ заставить фамильяра повиноваться. Не вампир, прекрасно знающий, что ее жизненная сила быстро иссякнет, если он продолжит. Он объяснил, что пытался избежать этого, скормив ей вампиров с острова, что также помогло ей завершить запечатанное в ней заклинание. Юкина обвинила его в том, что он использовал ее как инструмент, но он напомнил ей, что организация Король Лев буквально купила ее у ее родителей на eBay и использовала ее в качестве точно так же. Весь этот разговор привел Каджу в такое бешенство, что он в слепой ярости выпустил на волю своего фамильяра Пикачу. На этот раз фамильяр Рудольфа материализовался в полноценное тело Буты, так что даже когда Каджу атакует его с полной силой, его отталкивает отрицательное силовое поле. Юкина также пыталась атаковать своим копьем, но как только она вошла в контакт с телом, сила ее копья начала уменьшаться. Откликнись на это. Рудольф рассказал, что он проанализировал ее способности, полученные в предыдущей битве, что позволило ему скопировать формулу ее копья, которая может легко уничтожать вампиров. Он попытался прикончить ее своим топором только для того, чтобы Каджу стала ее мясным щитом, обрызгав ее своими жидкостями, которые заставили ее задохнуться от шока. Рудольф повернул свой топор внутрь себя и оторвал его голову от тела, в то время как она держала голову в слезах, потому что это было единственное, что она могла сделать. Он был в состоянии дать ей это. Тем временем на рабочем месте компании Сага произошло нападение на здание, и злоумышленниками оказались Рудольф и его гомункулы, которые оставляли за собой след из мертвых тел. В то же самое время голова Каджу восстановилась, а его тело исцелилось само по себе, как будто время повернулось вспять специально для него. Юкина отругала его за то, что он заставил ее тратить свои слезы, думая, что он мертв, но он сказал ей, что понятия не имел, что собирается воскреснуть. Произошло внезапное землетрясение, которое заставило его быстро проверить
проверить свой телефон, чтобы узнать, происходит ли что-нибудь в городе. Он нашел краеугольные врата, где была атакована мокрая женщина, и она оказалась в ловушке внутри горящего места. Он позвонил, чтобы проверить ее, после чего заставил ее рассказать ему о местонахождении злоумышленников, которые развлекались уничтожением целого флота солдат, пытавшихся остановить их продвижение. Она поняла, что они направлялись к якорному блоку, где кусок металла помогает поглощать удары и вибрации от острова, сохраняя его устойчивость. Когда он сказал ей проверить, нет ли сокровища, она попыталась получить к нему доступ, но была заблокирована, потому что у нее не было военного допуска. Однако она взломала его с помощью своего искусственного интеллекта и обнаружила, что сокровище – это останки Святого Церкви. Юкина хотела отправиться в путь, чтобы остановить Рудольфа, однако Каджу был в замешательстве, потому что, возможно, было бы лучше использовать свои силы для эвакуации людей вокруг него, вместо того, чтобы вести проигранную битву. Он объяснил, что этот парень даже не делал ничего плохого, и у него не было права осуждать его, поскольку он был слаб. В ее сознании он был слабаком, жалующимся на свою слабость, поэтому она порезалась и предложила ему свою кровь, чтобы он мог повысить уровень с вампира-девственника до того, кого признал бы его фамильяр. Как эгоцентричная героиня, она пыталась убедить его рискнуть своей жизнью ради людей, которых он едва знал, и поскольку это был бесплатный укус, он решил помочь себе, сначала помедлив, прежде чем вонзить клыки ей в шею. Тем временем Рудольф прибыл на свое место, где пролил слезы радости, потому что мечта всей его жизни – вернуть сокровище, украденное островом из церкви, вот-вот должна была осуществиться. Вскоре после этого Каджу появился рядом с Юкиной, чтобы помешать ему заполучить священную реликвию, которую он так хотел заполучить. Рудольф дал им понять, что создатель острова совершил великий грех, увлекшись еретической магией и использовав их святого в качестве человеческой жертвы для стабилизации острова. Между ними разгорелся жаркий спор о морали, где каждый хотел быть правым, поэтому они решили просто позволить своим кулакам говорить за себя. Каджу бросился на фамильяра, вооруженный своим электрическим фамильяром, но Юкина опередила его, чтобы противостоять ей в бою, чтобы он мог сосредоточиться на Рудольфе. Рудольфу едва удалось избежать удара, который мог бы разорвать его на куски, что заставило его понять, что Каджу на этот раз не дурачился. Он тоже решил стать серьезным, поэтому он показал священную броню, которая светилась так ярко, что ослепила Каджу, заставив его занять оборонительную позицию, чтобы восстановить силы его зрения. Затем Каджу выпустил своего пятого фамильяра по имени Регулус, и сразу же на все здание обрушилась молния, в результате чего фамильяр материализовался в виде гигантского льва, который без особых усилий прижал парня к стене. Это заставило его отозвать своего фамильяра, чтобы защитить его, но когда они столкнулись, ее фамильяр установил барьер, который отражал каждую атаку, которая касалась ее. Юкина взмыла в воздух, призывая силу своего копья, которое она использовала, чтобы сфокусироваться на одной точке барьера, позволяя, она полностью разрушила его, и позволила Регулусу забрать у Пикачу уходящий свет, в результате чего ее материализованный фамильяр полностью распался. Пока Рудольф был отвлечен своим поражением, Юкина использовала заклинание ближнего боя, чтобы разрушить его священную броню, позволив Каджу нанести сокрушительный удар по его уродливому лицу, в результате чего он потерял сознание. Каджу спустился вниз, чтобы укусить гомункула, но Юкина разозлилась, что ее недостаточно для него. Поэтому он быстро объяснил, что всего лишь пытается заставить ее фамильяра подчиняться ему, что также продлит ее жизнь. В другом месте мы узнаем, что Кадзё – секретный агент, работающий на организацию Король Лев. И на самом деле Юкина была представлена Кадзю, чтобы стать его любовницей, от которой он может питаться, а не наблюдателем. В ту же ночь Нацуки в одиночку помешала оборотню взорвать бомбу на грузовом судне. Этот парень думал, что сможет справиться с Готом, потому что тот был намного крупнее. Однако ни одна из его атак не смогла коснуться ее, и как только он обнаружил, что она была печально известной ведьмой пустоты, которая могла манипулировать пространством, она захватила его своими заколдованными цепями, прежде чем он сбежал. На следующее утро Кадзю случайно застал Юкину переодевающейся в комнате своей сестры, но вместо того, чтобы немедленно уйти, он уставился на нее как на извращенного идиота, из-за чего она пинком отослала его прочь. По дороге в школу Юкина извинилась за то, что из-за нее у него пошла кровь из носа. Но она все еще не была уверена, было ли это результатом удара или его девственным умом, который раньше не видел сюжета. Он пытался защищаться, но Нагиса напомнила ему, что она заранее предупредила его о том, что Юкина приедет, потому что им нужно было снять мерки для костюма черлидерши. Он утверждал, что не помнит ничего из того, что она сказала, поэтому ей пришлось еще раз объяснить, что мальчики из ее класса зашли так далеко, что они умоляют на коленях только для того, чтобы убедить ее королевское высочество поддержать их во время игры. После расставания Каджу наткнулся на Асаги, которая без особых возражений заставила его нести ее вещи, поскольку у него не хватило смелости отказать девушке в просьбе. Придя в класс, Йос сказал им, что они были объединены в пары, чтобы представлять свой класс в смешанном матче по бадминтону во время школы. Это спортивный фестиваль. Когда она спрашивает, зачем им понадобилось ставить ее в пару с таким бесполезным идиотом, представитель класса отвечает, что это был ее единственный шанс заставить его влюбиться в нее. В другом месте группа, возглавляемая Нацуки, провела расследование в секретной лаборатории, где невинный на вид исследователь оказался гориллой Грот. Когда существо попыталось напасть на нее, она перехитрила его, прежде чем поручить Астарте, девушке-гомункулу, которая теперь работала под ее началом, справиться с незарегистрированной угрозой демона. Затем она высвободила мощную ауру, чтобы призвать свои знакомые силы, которые она использовала, чтобы прижать его к стене, немедленно вернув его в нормальное состояние.
расстояние. Худощавая фигура. Вернувшись в школу, Каджу решил освежиться выпивкой, но внезапно был атакован несколькими магическими стрелами, которые заставили его спрятаться в лесу. Кусты. Перед ним появились два металлических фамильяра, но так как он не мог позволить себе использовать свои силы, потому что это разрушило бы школу, он сосредоточился на том, чтобы уклоняться от их атак, и, к счастью, Юкина появилась, чтобы победить двух врагов, прежде чем они смогли причинить ему вред. Он поблагодарил ее за то, что она спасла его, и спросил, не преследует ли она его вместо того, чтобы сосредоточиться на занятиях. Поэтому она объяснила, что ответила только на свой бумажный знакомого, который она засунула ему в задницу для страховки. Во время расследования того, кто может быть врагом, некоторые студенты заметили у них оружие, что заставило ее стереть им память. Каджу сказала ей, что нет необходимости в крайних мерах, так как любой, кто увидит ее, вероятно, подумает, что она косплеер. Он нашел письмо, оставленное Шикигами после поражения, но на сцену вышла мокрая девушка и предположила, что письмо было от Юкины, что заставило ее покинуть сцену с разбитым сердцем. После этого Юкина объяснила, что письмо было от лорда Дмитрия из Ардиала, страны, находящейся под властью военного диктатора, поскольку этот военачальник является первым прародителем, который контролирует Европу. Это означало, что Дмитрий был благородным чистокровным вампиром от своего льва, которого следует опасаться. По возвращении домой они получили посылку от организации «Король Лев», которая каким-то образом узнала, что его пригласили на вечеринку, и принесла платье, чтобы их можно было носить. В тот вечер они прибыли в Дорк, где стояла на якоре лодка, на которой проводилась вечеринка. Юкина была смущена своим платьем, но Кадзю оно понравилось, потому что так было легче раздевать ее взглядом. И она заметила это и назвала его извращенцем, который умирает девственником. Он заметил, что она носит необычную заколку для волос, и она сказала ему, что это подарок подруге детства, которая стала атакующим магом. Оказавшись внутри лодки, они выглядели настолько неуместно, что решили отправиться на верхнюю палубу, где, возможно, болтался их хозяин. Вон отсюда. Однако их встретила атака фамильяра, заставившая Каджу оттолкнуть Юкину с дороги, прежде чем убить ее одной своей аурой. Вскоре после этого появился лорд Дмитрий, чтобы извиниться за свою грубость, сославшись на то, что он всего лишь хотел проверить уровень своей силы. Парень даже послал ему воздушный поцелуй, заставив его взбеситься, в то время как девушка внезапно набросилась на него за то, что он был слишком близко к Юкине. Она оттолкнула его и задушила Юкину своими огромными руками, в то время как Каджу безмолвно наблюдал, надеясь, что она сделает то же самое с ним. Он узнает, что она Саяка, подруга детства Юкины, которой было поручено быть наблюдателем за лордом Дмитрием, пока он находится на острове. Тем временем Асаги пожаловалась Йосу, что ей не нравится, что Кадзю тайком общается с Юкиной, как будто они тайно встречаются, и это заставило Ес посоветовать ей снимал ее, потому что был почти уверен, что они не встречаются, однако он думает, что Кадзю развлекался с Юкиной только потому, что у нее был компромат на него. Там, на яхте, Дмитрий, похоже, знал Регулусе и предыдущем четвертом прародителя, которого звали Аврора. Он утверждал, что они были влюблены друг в друга, и начал делать странные шаги по отношению к Каджу, так как унаследовал ее кровь. Он пытался напомнить ему, что он парень, но блондинистый чувак был из поколения Z, который не допускал, чтобы гендерное сходство влияло на любовные дела. Юкина пыталась заставить его остановиться, но это имело неприятные последствия, поскольку ему удалось выяснить, что он был его потенциальным партнером по крови. А это означало, что он был его соперник за любовь к Каджу. Когда она спросила его, не пригласил ли он их в гости просто для того, чтобы приударить за старшеклассницей, он без колебаний ответил ей тем же. Однако он сказал, что была и другая причина. Мужчина по имени Кристоф Гардес, печально известный террорист и лидер радикальной группировки под названием «Фракция Императора Черной Смерти», был убит. Пробрался на остров. Саяка объяснила, что целью группы было аннулировать мирный договор, который позволял людям и демонам сосуществовать на острове, после чего они начнут атаку во владениях первого прародителя. Это заставило Юкину спросить, был ли он на острове, чтобы убить Гардоса, но он сказал, что это было бы проблематично, поскольку его фамильяры неизбежно уничтожат остров в процессе. Это заставило Юкину добровольно взять на себя заботу об организации, поскольку Каджу едва ли мог призвать своих фамильяров. Однако Дмитрий утверждал, что ей придется доказать, достойна ли она вообще работать с Каджу. На следующий день они нанесли визит Нацуки, чей офис находился на верхнем этаже школьного здания. Они сразу же спросили, что ей известно о Гордоус, и когда она поинтересовалась, откуда они узнали о нем, они сказали ей, что это от Дмитрия. Там они узнали, что гомункулос Рудольфа работал у нее ассистентом, но, похоже, она просто заставляла ее выполнять свою работу. Она объяснила, что нет необходимости искать Гарда, так как Дмитрий был не только монстром, который легко мог с ним справиться, но и на лику Вера. Древнее оружие, которое искала его группа, нигде не было найдено, поскольку карта еще никем не расшифрована. Она сказала им сосредоточиться на Дмитрии, которому нельзя доверять, поскольку он уже пожрал двух старейшин вампиров и может добавить его в список. Это заставило Каджу принять решение овладеть своими способностями на случай, если его жизни будет угрожать опасность. Поэтому Юкина спросила, нужно ли ему высосать ее кровь, чтобы достичь этого, на что он ответил, что у него нет намерения вызвать у нее анемию. Она расстроилась из-за того, что он не хотел ее, и как любой парень, Кадзю решил переключить свое внимание на Асаги, которую он бесстыдно попросил об этом. Найдите Наликууру, используя ее связь. Они сразу же вместе выходят из класса. Йос использовал навык, чтобы проследить за их перемещением в офис студенческого совета, где они выяснили, что Наликуура — это артефакт, который работает как биохимическое оружие. Внезапно ворвался учитель, и они
они спрятались под столом в неудобной позе, из-за чего он понял, что на ней была серьга, которую он купил ей давным-давно. Поскольку женщины пробуждают в нем вампирские инстинкты, у него началось ужасное кровотечение из носа, из-за чего Мокрый прогуливал занятия и присматривал за ним некоторое время. Как только она ушла, чтобы принести им что-нибудь выпить, на него внезапно напала Саяка, которая по какой-то причине была настолько одержима Юкиной, что была взбешенной. Он выпил ее кровь. Она начала размахивать своим мечом, готовая убить его, в то время как он изо всех сил пытался успокоить маньяка, уклоняясь от ее огромного меча, которым она хотела вонзить его в него. В конце концов она ударила его в грудь, в результате чего его способности пришли в неистовство. И когда появился Мокрый, чтобы еще больше все усложнить, он взбесился и выпустил взрыв энергии, который отправил ее в полет, поджаривая системы по всей школе. Пока он сдерживал очередной всплеск энергии, появилась Юкина и использовала силу своего копья, чтобы контролировать его силы. Когда она спросила, что произошло, они начали показывать друг на друга пальцами. Поэтому она предпочла проигнорировать их и поспешила к Мокрой на пост медсестры, где для начала осмотрела ее физическое состояние. Вскоре после этого она проснулась и попросила доску для серфинга объяснить ее отношения с Каджу и кто такая девушка с мечом. Как раз в этот момент Старт сообщил им о злоумышленниках, проникших в здание школы. Юкина спросила, направляются ли они к Каджу, однако группа демонов появилась в комнате медсестры, заставив Нагису закричать от страха, так как она никогда в жизни не видела таких уродливых существ. Мужчины пытались застрелить ее за то, что она кричала без необходимости и привлекала к себе нежелательное внимание. Поэтому Юкина вырубила ее, чтобы спасти ей жизнь. Лидер группы представился как Гордоус и сказал, что у него есть работа для Мокрого технического гения. Как только группа сбежала с 3 девушками после того, как Старт был выведен из строя, Йис погнался за ними по шоссе, где проглотил наркотик, который дал ему силы, позволяющие ему оставаться на их следе достаточно долго. Понимая, что он не сможет догнать вертолет, на который они собирались сесть, он съел кучу таблеток, которые позволили ему проецировать физическую форму за пределы своего обычного тела. Однако проекция была уничтожена Дмитрием, который заявил, что еще не пришло время вмешиваться в дела террористов. После чего он взорвал Йеза мощным заклинанием, которое отправило его в глубины океана. В вертолете Гордос назвал Асаги знаменитым гением, широко известным своими хакерскими способностями. Он вручил ей суперкомпьютер для расшифровки руководства по управлению на Ликубро, что заставило ее задаться вопросом, почему он выбрал именно ее из всех хакеров в мире. Он объяснил, что отправил головоломку более чем 150 хакерам, но она была не только единственной, кто смог ее решить, но и сделала это. Это произойдет менее чем через 3 часа. Он рассказал, что планировал победить первого прародителя, что заставило ее пообещать не помогать ему. Однако он напомнил ей, что она уже сделала это. Разгадала первую головоломку, которая на самом деле была командой активации, и если она не разгадает остальные, которые позволят им командовать ею, они просто активируют ее и позволят ей уничтожить остров самостоятельно. Вскоре Саяка и Каджу прибыли на базу, где содержались девочки, и когда она спросила, собирается ли он сыграть роль рыцаря в сияющих доспехах, спасая всех вместе со своими фамильярами, он сказал ей, что может контролировать только одного из своих фамильяров, и это было только недавно, когда он выпил кровь Юкины. Они вместе добрались до базы, где встретили Нацуки во всей ее готической красе. Она попыталась заставить его немедленно покинуть сцену, но внезапно появился Дмитрий и объявил, что на Лакувара уже выпущена компанией Гордоус. Они наблюдали, как гигантская военная машина легко уничтожила полицию острова, как будто они были ее игрушкой. И Гордоус позаботились о том, чтобы Асаги увидел ее возможности убедить, она должна сотрудничать с ним. Затем Юкина спросила, работает ли он с Дмитрием. И он признал этот факт, объяснив, что вампир не был частью их организации и только помог ему увидеть, какой хаос он может вызвать с такой силой. Сразу же после того, как он ушел, в Нагису вселилось божественное существо, которое поручило им расшифровать руководство, потому что Дмитрий наверняка победит на Лакувару. Находясь снаружи, он с волнением наблюдал за разрушениями, на которые это было способно, в то время как группа Каджу стояла неподвижно, не понимая, кто был их настоящим врагом. Он передал им потерявшего сознание Йезе, после чего сказал им посмотреть, как он сражается с машиной. Он выпустил на волю 2 змеиных фамильяров, которых объединил вместе, чтобы атаковать. Но в то же время Каджу позвонила Юкина и проинструктировала его сдержать на Ликувру, не повредив ее. Это заставило его убедить Дмитрия подождать, пока машина, вероятно, не убьет его, прежде чем он сможет продолжить и излечить свою скуку, сражаясь с древней машиной. Каджу бросилась к машине, уклоняясь от ее лучевой атаки, прежде чем пройти под ней, так что ей пришлось развернуться в противоположном направлении. Пока он бежал, в него попало несколько лучевых разрядов, которые заставили его съесть грязь, и когда машина двинулась, чтобы прикончить его мегалучевым взрывом, Саяка появилась, чтобы блокировать его атаку. Она показала, что ее меч может нейтрализовать физические атаки, а также создать барьер для блокирования всех видов атак. Она использовала функцию барьера, чтобы перерубить одну из его больших ног, что придало ей уверенности в том, что она нанесла удар в голову только для того, чтобы ее атака была заблокирована мощным силовым полем, которое отразил удар меча до того, как он соприкоснулся с ним. Это отбросило ее на землю, заставив Каджу убежать вместе с ней за баррикаду, где они на несколько минут отдышались. На Лакувара решили улететь на материк,
что заставило Каджу быстро призвать Регулуса, который спустился сверху как молния и с такой силой сбил машину с ног, что он вырыл в земле гигантскую яму. Направляясь в глубокую яму в поисках машины, Саяка споткнулась о камень, из-за чего упала на Каджу, которая не преминула воспользоваться подушками безопасности для поддержки. Она стала очень драматичной, так как терпеть не могла, когда к ней прикасались мужчины, но вскоре у них начался роман, который был испорчен появлением машины. Они наблюдали, как она заживала сама по себе, когда морская вода попадала в отверстие, поэтому Каджу быстро схватила ее за руку и убежала, прежде чем она заметила это. Тем временем Асаги продолжала посвящать каждую секунду расшифровке кодов в руководстве вместе со своим самодельным искусственным интеллектом, который помогал ей в многозадачности. Юкина также нашла способ проникнуть на склад организации, где она нашла сотни наликур, которые еще не были активированы. Гаррес похвалил ее за то, что она победила его охранников голыми руками, и спросил, не хочет ли она присоединиться к его гарему. Но, конечно же, она отказалась, поскольку его поддельная риза Дональда Трампа ничего не стоила. Она спросила его, что он планирует делать с армией боевых машин, и он объяснил, что это была страховка на случай, если ему не удастся победить первого прародителя. И он пошлет их на свою территорию, чтобы уничтожить все, что он построил. Затем он превратился в гигантского оборотня и напал на нее с ножом, от которого она увернулась, недоумевая, что за жалкий демон использует оружие. Она использовала заклинание ближнего боя, которое должно было уничтожить его органы, но его толстый пресс остановил его действие. Она попыталась атаковать еще раз, но также была немедленно отбита, что дало ему возможность снова нанести удар. Она быстро направилась на палубу, где ей дали ее копье благодаря магии ветра Е, которая позволила ему метнуть его с большого расстояния. Вооружившись своим надежным копьем, она вступает с ним в еще один раунд обмена ударами и в процессе отрубает ему правую руку. Это заставило его объявить себя победителем, поскольку у него все еще были Могги и Нагиса, и теперь он мог управлять боевыми машинами благодаря гению Саги. Там, на острове, и Каджу, и Саяка были пропитаны морской водой, медленно проникающей в отверстие. Когда она заметила, что он пялится на ее доспехи, он предложил ей свою куртку, чтобы прикрыться. Однако она сказала ему, что ей это не нужно, потому что от него пахнет пиццей двухнедельной давности. Пока они искали выход из этой ямы, она рассказала, что привыкла заботиться о других девочках в их приюте, так как была очень большой. Поэтому она поблагодарила его за то, что он заставил ее чувствовать себя хорошо. Как девочка в первый раз, она обняла его, предлагая ему свою кровь, чтобы он мог повысить свой уровень и победить на Лакувару. Затем она убрала свою одежду в сторону, позволив ему удовлетворить свои желания, и сразу же всплеск магической силы вырвался наружу, открывая нового знакомого по имени Миниум. На лодке Юкина осталась в руках уродливого оборотня, но их внезапно сбросили с лодки с помощью пространственно-временной магии Нацуки. Она также освободила двух девочек, которые все еще были без сознания, и пока они решали, что делать дальше. Юкине позвонила мать Е, и она рассказала ей о главной командной машине на Лакувера, которая может отключить остальные, если позаботиться о ней. В то же самое время Миниум оставил огромный кратер в этом районе из-за своего неистовства, что расстроило Саяку из-за того, что его способности приносят больше вреда, чем пользы. Когда Наликувер снова напал на них, Саяка заблокировала его атаку способностью своего меча, после чего Каджу вызвала четвертого Миниума, который уничтожил его одним ударом. Сильный толчок. Однако лошадь была атакована командиром Наликурой, которым управлял сам Гордос. Йен, фамильяр, столкнулся лоб в лоб, в результате чего случайные энергетические взрывы одновременно обрушились на окрестности, вплоть до жилых районов. Дмитрий сообщил им, что командная единица – это королева, о которой они должны заботиться, и даже предложил свою помощь в битве. Каджу в очередной раз отказался от его помощи, заявив, что ему надоело, что все относятся к его дому так, словно это незначительная потеря. Юкина тоже присоединилась к битве, и хотя она увидела, что Саяка украла ее мужчину, она решила сосредоточиться на предстоящей битве 1 числа. Сразу же после того, как она сказала ему, что Гардос садится на королеву, он вызвал Регулуса, который использовал свою невероятную силу освещения, чтобы атаковать королеву. Однако, когда пыль рассеялась, на его теле не осталось даже вмятины, потому что Гарда уже испытал молниеносную атаку и настроил Наликуверу на сопротивление. Каджу решил послать Миниума следующим, однако его атака звуковой волной была для него подобна легкому ветерку. Другие боевые машины также отремонтировались и стали намного сильнее, чем раньше, что заставило Каджу взбеситься, поскольку он не подписался на битву с возрождающимися монстрами. Именно тогда Юкина рассказала, что Асаги тайно создала новую команду, которая заставляла машины самоуничтожаться после того, как однажды использовала их функцию самовосстановления. Искусственный интеллект сказал им, что все, что им нужно было сделать, это передать телефон королеве Наликуре и воспроизвести длинноносый ругающийся голос моей бывшей. Прислала мне ее в первый раз, когда я сказал ей, что она более бесполезна, чем Секура. Чтобы расчистить путь к королеве, Саяка превратила свой меч в лук, который на самом деле был ее истинной формой, и использовала его, чтобы выпустить волшебную стрелу, создавшую изолированное пространство, которое временно отключило боевые машины. Затем Каджу атаковал со всей мощью своих двух фамильяров одновременно, что привело к перегреву королевы и ее отключению. Гардос немедленно выскочил из машины, взволнованный, как помешанный на войне маньяк,
но когда он попытался ударить Юкину, Саяка отбросила его нож и создала брешь, чтобы Каджу выбил из него все дерьмо заживо. Юкина быстро швырнула телефон, на котором воспроизводилась запись ворчания моего бывшего, в королеву, и сразу же боевые машины окаменели и превратились в камни. Пока Дмитрий наблюдал за битвой издалека, его встретил третий лидер организации Король Лев, который вручил ему письмо, одобряющее его просьбу о посольстве. О том, что владычество военачальника будет установлено в округе демонов, что автоматически сделало его послом. Вскоре после этого в лодке произошла драка между 106-сантиметровой дамой и рыцарем, который пытался помешать ей добраться до девушки, которую она искала. Он зарядил свой священный меч, который смог блокировать ее мощное зачарованное копье, и когда появился ее спутник, рыцарь попытался остановить ее. «Закончи с ними». Однако они не получили никакого урона от атаки, после чего леди по имени Беатрис активировала устройство, которое высвободило силу ангела, которая сокрушила их. Рыцарь. Тот рыцарь Саяка, который теперь так полюбил Кадзю, сообщил ему, что она прибудет на остров, как только она уедет, чтобы сопровождать важную персону из местечка под названием Альдегер. Он не понимал, почему она рассказывает ему о своей жизни, хотя она едва знала его, но это только разозлило ее, потому что он был дальтоником и не мог видеть, как мигает ее зеленый огонек. На следующий день Йис встречается с Нацуки в лечебнице, где находится раненая девочка. Йис рассказала, что девочка была скорее обычным человеком, чем демоном, но ей было трудно в это поверить, поскольку ни один нормальный человек не прожил бы так долго без почек и диафрагмы. Дмитрий также появился, чтобы сообщить им, что девочка была без сознания не потому, что потеряла несколько органов, а потому, что нападавший использовал технику, чтобы насладиться ее духом. Он, казалось, знал больше об инциденте, однако он не разглашал никакой информации, только заявив, что она не должна вовлекать Каджу в это дело. Это происходит потому, что игроки находятся на несколько лиг выше него, так что в конечном итоге он просто умрет. На следующий день Нацуки поймала Кадзю Юкину и одну из ее одноклассниц по имени Канаис, ухаживающих за бездомной кошкой, которая нарушила правила школы. Она пообещала не обращать внимания на правонарушение в обмен. Она заставила Кадзю сопровождать ее во время ее ночных шалостей. Позже в тот же вечер он встретился с ней вместе, но вскоре узнал, что они планируют использовать его в качестве тележки для покупок в человеческий рост. Юкина также сопровождала его в качестве наблюдателя, хотя она выглядела более одетой, чем человек, за которым она должна была наблюдать. Что заставило Нацуки позвонить ей, это позор для Цунира. Она сообщила ему о том самом инциденте, который Дмитрий сказал ей не вмешивать его. И даже дошла до того, что сделала это своей миссией, чтобы поймать преступника, который тайно убивал людей на острове. Когда он узнал, что враги носят маски и могут летать, он спросил, уверена ли она, что это не Бэтмен, однако Юкина дала ему понять, насколько серьезна проблема, поскольку она не смогла обнаружить их магическую сигнатуру во время последней атаки. Как раз в этот момент они заметили людей в масках, сражающихся в небе, поэтому Нацуки дала сигнал включить несколько фейерверков, чтобы отвлечь внимание. Она активировала заклинание, которое мгновенно переместило их ближе к месту битвы, где они наблюдали, как атаки противника в масках выглядели как техника, называемая божественным ченнелингом, скорее, чем магия. Нацуки использовала свои заколдованные цепи, чтобы удержать их на месте, в то время как Юкина пыталась сбить их с ног своим копьем. Однако они блокировали ее атаку и нейтрализовали магию Нацуки. Как только крылатые враги начали мощную атаку, Нацуки приказала Каджу быстро атаковать их, пока у него была возможность. Они использовали свою атаку, чтобы разрушить башню, которая сразу же начала разрушаться, только для того, чтобы Нацуки удержала ее на месте своими цепями. В то время как Каджу призвала четвертого минимума, чтобы уничтожить башню. «Защити его». Однако враг в маске выдержал атаку своего фамильяра и двинулся, чтобы прикончить их, но другой беловолосый враг в маске нанес ей удар сверху, заставив их продолжать свой предыдущий бой, пока один из них не упал. Победительница вонзила руки в кишки своего противника, как шеф-повар, готовящий соус для курицы. И пока она боролась, она сломала маску беловолосого бойца, который оказался Касс, девочка из класса Нью-Джерси. Касс вонзила зубы в тело своего противника, как зверь, и со слезами на глазах поблагодарила Бога за угощение и улетела. Юкина и Каджу немедленно отследили местоположение ее дома до захудалого объекта, где они столкнулись с какими-то странными роботами-помощниками. Они попросили о встрече с Кэннес только для того, чтобы секретарша сообщила им, что она недоступна. Однако, когда Юкина раскрыла свою личность как шамана меча организации Король Лев, им было сказано немного подождать, пока кто-нибудь не придет, чтобы позаботиться о них. Вскоре после этого появилась женщина, представившаяся Беатрис, секретаршей приемного отца Кан Кенсия. Она спросила, чего они хотят от владельца заведения, но Юкина сказала ей, что хотела бы поговорить с этим человеком напрямую, но она сообщила им, что Кенсия нет дома. Остров в другом исследовательском центре вместе со своей дочерью. Она решила показать им это учреждение, поэтому их посадили в самолет, который должен был доставить их на другой остров. Когда самолет взлетает, Юкина начинает волноваться, потому что она никогда в жизни не садилась на самолет с тех пор, как была на мели, как ты. Она начала кричать от ужаса, когда самолет поднялся в небо, поэтому Каджу взял ее за руку, чтобы утешить как джентльмен. Вскоре они прибыли на остров, который выглядел совершенно изолированным, и сразу же потеряли бдительность. Пилот бросил их, не оставив никаких припасов для выживания. До них сразу дошло, что все это могло быть ловушкой, чтобы увести их с острова,
и именно тогда они поняли, насколько они облажались, поскольку никто не знал, что они расследуют происхождение Канасё. После того, как они немного побродили по окрестностям, они нашли несколько дотов, использовавшихся в бою, а также патроны, что означало, что на острове недавно произошло сражение. Они решили отдохнуть в одном из дотов, так как это было лучше, чем загорать под палящим солнцем на острове. Тем временем, пока Саяка самостоятельно проводила расследование, она столкнулась с Йизом, который тайно преследовал ее. Хотя она и спросила, кто он на самом деле, он сказал ей, что это не важно, и предложил заключить сделку, по которой он сообщит ей о местонахождении Кадзю и Юкины. А взамен она не будет исследовать его происхождение. Как раз в этот момент Асаги и Нагиса прибыли в церковь и обнаружили, что Е разговаривает с психопаткой, которую Асаги узнала по инциденту на крыше, когда Каджу впал в неистовство. Когда конфронтация обострилась, Саяка также назвала ее интрижкой Каджу, так как она шпионила за ними, когда они устроились поудобнее в школе однажды вечером. Время. Вернувшись на изолированный остров, Каджу попытался использовать силу своего фамильяра, чтобы поймать немного рыбы. Однако каждый раз его убивало электрическим током, поскольку он был слишком глуп, чтобы понять, что Регулус плохой вариант для воды. Юкина, которую он облил морской водой, посоветовала ему перестать тратить впустую свою энергию, поскольку она уже приготовила обед. Однако вскоре он узнал, что все, что она делала, это нарезала кокосовый орех разными кусочками, как ученица 4 класса, которая только что открыла для себя чудеса кулинарии. После того, как она попробовала кокосовый суп, она спросила его, что он думает об этом супе, но Каджу сказал ей, что вкус напоминает ему о тех временах, когда он играл в домик с двухлетней Наджисой. Это заставило его вспомнить, что он должен был стать моделью для арт-проекта Асаги, и зная, что она из тех, кто быстро впадает в ярость. Он надеялся, что она попытается найти его, чтобы накричать на него, как на его девушку, которой она не была. К счастью, он оказался прав, и мокрушница использовала свой гений, чтобы найти их после того, как узнала от Йиса, что они пропали без вести в течение нескольких часов. Как только это было решено, они начали ссориться из-за одного и того же парня, который отдыхал на изолированном острове с другой девушкой. Йис дал им понять, что их истинным врагом на самом деле была Юкина, у которой было все время, чтобы соблазнить Каджу на острове, поэтому они решили на данный момент заключить перемирие. Когда Асаги спросила, какие отношения были у нее с Кейнсом, Саяка объяснила, что она была единственным ключом к поиску принцессы Альдегера, которая исчезла до того, как они смогли встретиться. На острове Кадзю проснулся посреди ночи и обнаружил, что Юкина не спит рядом с ним, поэтому он решил найти ее. Поищи ее где-нибудь поблизости. После поисков он наткнулся на девушку без сюжета в пруду, которая выглядела точь-в-точь как Энни и была такой горячей, что его вампирские инстинкты не поддавались контролю. Ему удалось успокоиться, подавив кровотечение из носа, но к тому времени, когда он снова посмотрел на пруд, девушка была уже мертва. Он исчез, и Юкина появилась у него за спиной без всякого плана, готовая обезглавить его за то, что он пялился на нее. Как обычно, она назвала его бесстыдным извращенцем, который подошел подглядеть за ней, пока она купалась. Однако он сообщил ей, что ее плоскостопие скорее травмировало его, чем возбудило, и на самом деле он смотрел на кого-то другого в бассейне, кто выглядел как Кейс, но был более зрелым. Хотя она не поверила ни единому его слову, она заставила его отдать ей свою куртку. После чего они попытались осмотреться в надежде найти девушку, которая не была Кейс. Во время поисков они заметили лодку, приближающуюся к острову, и это обрадовало Каджу, что их помощь прибыла. Однако она заставила его заткнуться, так как уже заметила, что лодка принадлежала организации Магус Крафт, в которой работал отец Канасё. Эту идиотскую парочку легко обнаружить с помощью прожектора, и в результате несколько солдат с лодки начали стрелять в них. Юкина заставила его пригнуться, приказав ему сидеть на месте, после чего она приблизилась к вражеским позициям и использовала свое основанное на заклинаниях карате, чтобы позаботиться о них. Первая волна. Однако солдаты почти сразу же поднялись и снова окружили их, несмотря на то, что им был нанесен такой большой урон. Как раз в этот момент солдат сбивает с ног вспышка света, упавшая с вершины утеса, где девушка держала в руках проклятое ружье. Она пригласила их присоединиться к ней, представившись фолией принцессы Эльдегера, которая знала, что он был 4М прародителем Японии. Она объяснила, что только что израсходовала свою последнюю пулю на солдат, которые были киборгами, и что Каджу должен уничтожить их корабль с помощью силы своего фамильяра. Но он спросил, не могут ли они покинуть остров на лодке, поэтому она объяснила, что она контролируется материнским кораблем и что это невозможно. У нас было больше киборгов, готовых к отправке. В качестве последней линии защиты от врагов, Каджу противостоял новому набору киборгов, блокируя их пули силовым полем, прежде чем призвать Регулуса, который уничтожил их рядом с лодкой. На корабле, где Канну фактически держали в заложниках, ее отец сообщил своему начальству, что она получила новый уровень ангельского врага, которым было трудно управлять. Генеральный директор этой сучки был недоволен этой информацией, поскольку они не смогли бы продать ее, если бы ее нельзя было контролировать. Однако Кенси сказал, что она всегда будет погружаться в стазис, как только закончит свою миссию, а это означало, что она не будет бунтовать. Беатрис сообщила ему, что 4-й прародитель уже захвачен на их острове, поэтому он должен планировать использовать его в качестве катализатора, чтобы разблокировать
разблокировать самый высокий уровень способностей Каны. Ангел-враг. Вернувшись на остров, Каджу решила спросить, почему Фалия выглядит почти идентично Каначе. И Фалия призналась, что она незаконно рожденная дочь своего дедушки, сделав Кейна своей тетей. Она утверждала, что Маккрафт преследовал ее в течение некоторого времени, потому что им нужна была ее кровь в качестве медиума для активации высшего ангела. Враг, который является искусственным ангелом. Как раз в этот момент они заметили другой корабль, направлявшийся к острову, и Дум Каджу чуть не взорвал его, но был остановлен хитрожопой Юкиной, которая заметила, что это не враждебное судно. Из корабля вышел Кенсей, который рассказал, что он уже успешно создал искусственных ангелов, которые могут противостоять неистовству, питаясь духами своих товарищей во время ритуальной церемонии. Двое его сообщников из Магуса Крафта утверждали, что они планировали превратить ангела в оружие, чтобы Фалия просто сдалась, чтобы они могли использовать ее кровь для создания еще 1000 сосудов. Затем они открыли коробку, в которую была упакована Канис, после чего Кенсей включил ее с помощью долбанного пульта дистанционного управления, как куклу Барби. Как только Юкина вошла в боевой режим, она запустила свое копье в надежде, что это отключит ее магическую цепь. Однако она была отбита, поскольку божественная энергия отличалась от демонической магии, для противодействия которой было разработано копье. Она решила попробовать еще раз, но ей помешала обезумевшая Тейлор Свифт, которая использовала оружие, одержимое знакомым духом, чтобы сразиться с ней. В то же время Канна поднялась в небо, чтобы активировать звуковую волну, которая резонировала со всеми живыми существами, после чего она выпустила копья света из своих крыльев по направлению к Каджу. Некоторое время он сосредоточился на том, чтобы уклоняться от ее атак, надеясь достучаться до нее словами, однако когда он вернулся в угол, он выпустил на волю двух своих фамильяров, которые не смогли причинить ей вреда, поскольку Кенсей объяснил, что она уже вышла за пределы человеческого царства. В следующий раз, когда она выпустит копья света из своих крыльев, одна из них поразит Каджу, и она сразу же потеряет сознание. Когда она увидела, что он ранен, Каниус потерял контроль в неистовстве, которое разрушило все вокруг торнадо и ледяной магией. Так что Кенсей и его сообщник скрылись как только смогли. Мне было наплевать, что с ней случилось. Тем временем Саяка обнаружила одно из секретных помещений Магус Крафт, где она сражалась с кучей киборгов, которые не представляли для нее особого труда из-за способности ее лука. После того, как она закончила, появилась Нацуки и поблагодарила ее за то, что она проделала всю тяжелую работу за нее, пока она смотрела фильм. Зрелище. В качестве награды за ее добрые дела, она сообщила ей, что Фалия все еще жива, и что она оказалась в ловушке на том же острове, что и Каджу и Юкина. Тем временем неистовство Канасо создало гигантскую груду льда, посреди которой она мирно спала, пока снаружи бушевала снежная буря, которую она вызвала. Продолжает расширяться. Троице удалось остаться в безопасности благодаря копью Юкины, которая создала барьер. Однако главная проблема заключалась в том, что рана, которую она нанесла на Каджу, заживал не так, как следовало бы. Фалия объяснила, что они не способны исцелить травму, нанесенную ангелом. Однако она попытается проникнуть в его подсознание, чтобы пробудить фамильяра, который сопротивлялся божественной магии. Затем она разделась и начала трогать Кадзю, что разозлило Юкину, потому что ей не нужно было демонстрировать свой гигантский заговор, чтобы дать ему свою кровь. Она напомнила ей, что поскольку Каджу девственница-извращенка, чьи вампирские инстинкты активизируются только женщинами, она должна была выложиться полностью. Когда она попыталась поцеловать его, Юкина снова остановила ее, заявив, что ей не нужно вмешиваться, поскольку ее долг как наблюдателя присматривать за ним. В конце концов она отступила, позволив Юкине порезаться и напоить его своей кровью через рот. Каджу подсознательно проснулся и яростно пировал ею, пока его рана не зажила, и он снова не вернулся к жизни. Каджу открыл глаза, совершенно сбитый с толку при виде Юкины, лежащей под ним. Поэтому Фалия быстро объяснила, на какую жертву ей пришлось пойти, чтобы вернуть его к жизни. Она рассказала ему о ситуации и о том, как они оказались в ловушке гребаного льда, созданного принцессой Эльзой, которая потеряла контроль. Она заметила, что он не открыл нового фамильяра, несмотря на то, что питался Юкиной. Поэтому она поцеловала его и спросила, достаточно ли она привлекательна, чтобы помочь ему зарядиться энергией. В этот момент Каджу просто признал, что он подонок, и позволил ей сесть на него, после чего он взял ее кровь по ее команде. Вместе они вырвались из ледяной башни, чтобы противостоять Кенсию, который был дерьмовым приемным отцом, который думал, что ношение серьги делает его крутым ослом. Чтобы оправдать свои действия, он утверждал, что любил ее так сильно, как будто она была ребенком его сестры. Поэтому он решил, что будет лучше всего сделать ее божественным существом, которое будет принято Богом, чтобы обрести вечное счастье. Как раз в этот момент на них нападают маги-ремесленники, которые пришли с двумя ангелами, которых они тайно клонировали, неизвестные Кенсию. Когда эта сучка начала болтать о своих планах также клонировать Кейнса, используя кровь Фолии, Кадзю разозлился, что она хотела навредить его подающему надежды гарему. И, к удивлению, Юкина прыгнула вперед. О том, чтобы он закрепил за ней место своей первой любви. Когда ангелы атаковали снова, Каджу создал барьер, который он использовал, чтобы отразить атаки, и в то же время Канас вырвалась из своей ледяной тюрьмы, готовая снова буйствовать. Юкина встретится с Беатрис в битве, в которой они обе, казалось, были равны на первом месте.
Однако Юкина сократила дистанцию и использовала свое волшебное джиу-джитсу, чтобы уничтожить ее внутренности, а затем продолжила наносить последовательные удары по ее челюсти, заставляя ее видеть воображаемые звезды. Юкина попросила ее передать пульт дистанционного управления ангелом, но сучка решила позвать своего партнера, чтобы он вмешался только для того, чтобы помочь ей. Она узнает, что Фолия уже победила жалкое подобие пушечного мяса для оборотня. Беатрис решила сделать последний отчаянный шаг, чтобы покончить с собой вместе с Фолией и Эукиной, однако Фолия начала произносить длинное заклинание, которое вызвало искусственный священный меч, который она использовала, чтобы свести на нет способности своего фамильяра. Беатрис была ошеломлена тем, как она смогла использовать священный меч без корабля, подпитывающего его духовной энергией. Но Фолия рассказала, что она призвала духа в свое тело, создав временный контур, и с помощью этой силы победила суку раз и навсегда. На другом конце провода Каджу с тяжелым сердцем наблюдал за тем, как Кан Эйз был вынужден вынести столько боли и страданий во имя достижения высшей цели. Он активировал своего третьего фамильяра по имени Меркурий, двуглавого гигантского дракона, который с легкостью отрубил ей крылья. Однако она просто отрастила более мощное крыло с помощью окружающей магической энергии, и поскольку божественной магии больше не было, Юкина использовала свое копье, чтобы отключить свой магический контур, пока Меркурий пожирал ее. Оставшийся след ангельского врага. Только после битвы Нацуки и Саяка прибыли на лодке, вероятно, намеренно, потому что Нацуки ненавидела работать за свою зарплату. Позже в тот же день Йиз допросил Кенси и спросил, почему он превратил свою дочь в ангела, когда мог просто превратить ее в Кардашьян. Он рассказал, что появление четвертого прародителя было признаком большего бедствия, и он всего лишь пытался подготовить оружие, которое могло бы спасти их, когда придет время. Вскоре после этого район демонов будет переполнен декорациями и посетителями из-за празднования Хэллоуина, которое начнется на следующий день. Юкина заявила, что этот сезон откроет ворота для общения духов и ведьм с миром, поэтому она предупредила его, чтобы он держал своих фамильяров в узде, поскольку у него нет полной информации о них. Контроль над ними пока отсутствует. Они заметили, как в переполненном поезде к девочке приставали, но когда Каджу решил сыграть героя, классный руководитель Нагиса назвал его извращенцем и обвинил в растлении. Когда она обнаружила, что это Каджу, она быстро извинилась, в то время как Нацуки заявила, что уже поймала настоящего растлителя. Каджу была удивлена, что это она была одета в школьную форму ранее, что заставило ее объяснить, что она только переодевалась, чтобы поймать растлителя, который недавно был в загуле. Когда он похвалил ее новый образ, она отругала его за то, что он обращается с ней как с ребенком. Но в свою защиту он сказал, что не мог ничего поделать с тем фактом, что она была скромницей. В ту ночь две ведьмы подрались с группой островной полиции, которая была вооружена только пистолетами, хотя они защищали остров, где обитают сверхъестественные существа. Диспетчерская башня сообщила наземным войскам, что нападавшими были печально известные маги первого класса, называемые сестрами Мэр, и увидев, что их легко узнать, они сообщили наземным войскам, что нападавшие были печально известными магами первого класса, называемыми сестрами Мэр. Они использовали свою магию гримуара, чтобы покончить с полицией до того, как их заклятый враг, ведьма пустоты, была предупреждена об их присутствии. На следующий день все присоединились к Каджу, который хотел поприветствовать своего друга детства, который приехал к нему в гости после долгого перерыва. Всем не терпелось узнать, девочка это или мальчик, поэтому он показал им старую фотографию, на которой он и его друг были запечатлены во время его баскетбольных дней. Они решили перестать осуждать его, увидев, что это все-таки не девочка. Но именно в этот момент сверху появилась красивая девушка и прыгнула на Каджу, удивив всех, кто предполагал, что ее друг был мальчиком. Он представил девочку по имени Юма своей группе друзей, после чего они отправились в город, чтобы весело провести время, посещая различные стенды на Хэллоуин. Когда Каджу позвонили Саяка и Фолия и объяснили, что прежде чем они смогли покинуть остров, их перенесло на противоположную сторону острова. Йес и Асок также были проинформированы о нападении на западной стороне острова, что заставило их немедленно отправиться в путь. Саяка объяснила, что они застряли в этом месте и не могли уехать, как бы сильно ни старались. Старт также появился, чтобы сообщить им, что Нацуки пропала с утра, и с тех пор она не могла с ней связаться. Вернувшись домой, Каджу хотел принять ванну, но его дверь каким-то образом вела в ванную квартиры Юкины, которую занимал Старт в Канасё. Он пошел вперед, чтобы сообщить о ситуации Юкине, которая была больше сосредоточена на его извращенной истории, чем на том факте, что он был извращен в нее. Квартира. Они предположили, что этот инцидент может быть связан с тем, что произошло с Саякой и Фолией. Поэтому они решили не выходить из дома на ночь. Вернувшись в свою квартиру, он был поражен появлением Юмы, который появился у него за спиной, заставив его уронить свою стеклянную чашку, которая разбилась вдребезги о землю. Тупой идиот попытался поднять ее голыми руками, но только поранился, поэтому Юма быстро остановил кровотечение, высосав его кровь, прежде чем дать ему первая медицинская помощь. Она внезапно начала приставать к нему на диване, вызывая появление фамильяра и гипнотизируя его в процессе. Когда он проснулся на следующее утро, он заметил, что выглядит странно, поэтому он подошел к зеркалу и обнаружил, что теперь он находится в теле Юмы. Он отправился в квартиру Юукины, чтобы объяснить странную ситуацию, в которой он оказался. Только для того, чтобы быть втянутым на хентай-фестиваль, где девочки они переодевались в свои костюмы на Хэллоуин. Тем временем Асаги также получила несколько жалоб на неуместные вывески и пропавших людей,
но поскольку она уже провела несколько диагностических тестов и не смогла обнаружить никаких ошибок, она пришла к выводу, что это может быть связано с искажением пространства вокруг острова. С помощью своего искусственного интеллекта она начала исследовать ведьм, которые по сообщениям недавно проникли на остров, а также некоторые случаи искажения пространства, произошедшие в прошлом, в надежде найти связь. Вернувшись домой, Каджу рассказал, что он находится в теле Юмы, и они начали задавать ему несколько личных вопросов, которые мог знать только он. После установления того, что он действительно был Каджу, они спросили, где находится его тело. Однако он понятия не имел и только рассказал, как потерял сознание после того, как Юма поцеловала его прошлой ночью. Они проверили его квартиру и не только не смогли найти Юму в его теле, но и Нагису, которая также отсутствовала, что заставило его беспокоиться о том, что ее могли похитить. Юукина сказала ему, чтобы он не волновался, так как Нагиса приготовила завтрак перед уходом. Маловероятно, что ее похитили насильно. Она сказала ему, что Яма, вероятно, охотился только за своим телом, но не так, как он думает, а как вампир, который является четвертым прародителем. Поскольку обмен телами с помощью магии был невозможен, Юкина предположила, что Юма исказил пространство, чтобы соединить свои чувства с ее, что означало, что она была причиной этого. А варп – искажение, поразившим город. В другом месте ведьмы мэра, которые, похоже, сотрудничают с Юмой, защищая ее гримуар, внезапно подвергаются нападению Дмитрия на крыше. Они попытались произнести заклинание, чтобы напасть на него, но Юма прибыла, чтобы остановить это, и представилась Дмитрию как дочь ведьмы Натарии. Тем временем Асаги сумела перепрограммировать базу данных трафика, чтобы она обновлялась несмотря на искажения, позволяя обычным людям заниматься своими делами без особых проблем. Все отправились в город, чтобы повеселиться, но Каджу мог только волноваться, потому что они были такими спокойными, несмотря на тот факт, что Юма мог злоупотреблять его телом. Юукина заставила его успокоиться, объяснив, что у них есть средства нейтрализовать заклинание своим копьем. Однако это разрушит разум заклинателя и может повредить его телу, поэтому они согласились, что лучше всего поискать альтернативный метод. Затем он поднял большую проблему, так как хотел воспользоваться туалетом в теле Умы. Они все были против этого, даже несмотря на то, что он никак не мог контролировать свою физиологию, и Юкина сказала ему упасть замертво, прежде чем они позволят ему пописать. Вернувшись в башню, Юма рассказала, что она планировала использовать тело Каджу, чтобы освободить свою мать, которая была заключена в тюремный барьер под островом. Она предложила им заключить сделку, поскольку она гарантировала бы, что другие сильные преступники также будут освобождены, поскольку они могли бы дать ему интересную информацию. Вызов, который мог бы излечить его от скуки. Как только она активировала новое заклинание, Каджу распознала длину волны его магии, но прежде чем они с Юкиной смогли добраться до места, они были изгнаны из ресторана. В то же время сотни полицейских острова прибыли на своих вертолетах, чтобы остановить ведьм, однако сестры выпустили дерево-фамильяр, которому физические атаки не могли причинить вреда, но который обладал максимальным потенциалом атаки. По пути к башне девочки продолжали отклоняться назад в странных местах, из-за чего они не могли добраться до башни. Как раз в тот момент, когда они думали, что вся надежда потеряна, Юма получила сообщение от мокрой девушки, в котором им было приказано следовать ее инструкциям, чтобы обойти искажение. Оказалось, что это была не Асаги, а ИИ сработали вместе, чтобы помочь Каджу добраться до башни до того, как тюрьма была открыта. Каджу и Юкина затем использовали присланную им карту, чтобы найти кратчайший маршрут к башне, используя искажения в своих интересах, пока не добрались до местонахождения Юмы. Он сразу же попросил Юму вернуть его тело, но она сказала ему немного расслабиться, пока он не достигнет того, к чему пришел. «Делай». Дмитрий также пытался убедить его подождать, пока тюремный барьер не будет открыт, что выпустит на свободу преступников мирового класса, которых он уничтожит, чтобы утолить свою жажду борьбы с могущественными противниками. Как только он исчез, ведьмы взяли Юкину и Каджу в заложники вместе со своим жутким древесным фамильяром. Фалия и Саяка, которые хвастались, что она сильнейший маг в городе, внезапно освободили их из его хватки. Когда она спросила, кто была косплеершей, Юкина объяснила, что на самом деле это была Каджу, ее лучшая подруга, которая вывела ее из себя. И даже Фалия была встревожена, как она и планировала, о том, чтобы составить с ним заговор, чтобы придать ему мощный вид. Именно в этот момент тюрьма начала материализовываться в физическом мире. Поэтому Кенси, которого временно освободили, чтобы помочь им, объяснил, что у них есть еще несколько минут, чтобы остановить Юму, прежде чем она закончит ритуал. Фалия сказала Каджу и Юкине преследовать Юму, пока остальные разбираются с ведьмами. Однако они окружены знакомым деревом, чтобы помешать им вмешаться в планы Юмы. Кенси быстро открыл портал, который перенес их поближе к проявляющейся тюрьме, где Каджу пытался вразумить Юму, который стал полномасштабным злым злодеем. Она показала, что она не реальный человек, а просто ребенок из пробирки, созданный как инструмент для преодоления тюремного барьера и освобождения ведьмы из Натарии. Она утверждала, что первоначальный план состоял в том, чтобы пожертвовать 10 душами, чтобы преодолеть тюремный барьер, однако Каджу удобно стал четвертым прародителем. Так что они решил вместо этого использовать свои огромные магические способности. Он заставил своего фамильяра использовать магию Регулуса, чтобы полностью разрушить тюремный барьер, но фамильяр погиб в процессе, а Юма был ранен, так как фамильяр прародителя был слишком силен, чтобы они могли его контролировать. Она направилась к незаконченному тюремному барьеру,
барьеру, а Юкина и Каджу последовали за ней по пятам, но вскоре они были потрясены, обнаружив Нацуки, беспомощно сидящую посреди барьера. Диума рассказала, что Нацуки была дверью тюремщика и ключом к тюремному барьеру, поскольку она была единственной, кто мог использовать технику потолка. И в результате она спала внутри барьера в течение 10 лет. Каджу утверждал, что это невозможно, поскольку Нацуки была учительницей в их школе. Поэтому он далее объяснил, что то, к чему они привыкли, было иллюзией, которую она создала из своей печальной души. Чтобы преодолеть барьер, ей пришлось бы убить Нацуки, но Каджу спросил ее, сделают ли ее действия ее жизнь более осмысленной. Но она сказала ему, что не может пойти против своей программы как инструмента. Каджу пытался убедить ее присоединиться к его гарему, где ее будут любить, а не использовать как инструмент, однако она поблагодарила его за добрый жест. Но продолжила наносить Нацуки удары своим фамильярам, но была заблокирована Юкиной. Вернувшись в башню, девочки подрезали дерево, которое было им знакомо, как только могли, но оно продолжало расти снова и снова, что заставило Фолию вспомнить случаи, когда за одну ночь был уничтожен целый лес. Она предположила, что фамильяр был создан из леса, поэтому они отказались от вырубки деревьев. Она активировала свой искусственный священный меч, который использовала, чтобы очистить территорию вокруг них, в то время как Саяка использовала свой лук, чтобы снять проклятие фамильяра, заставив его вернуться в свое естественное состояние, прежде чем исчезнуть. Используя свое копье, Юкина нанесла удар по знакомому рыцарю, легко рассеяв его, прежде чем поставить мат Юми, которая выглядела беззащитной. Однако она отклонилась назад и использовала своего знакомого, чтобы разрушить крышу, в результате чего обломки раздавили Нацуки. Но Каджу предвидел этот ход и сумел вовремя отодвинуть Нацуки в сторону. Последствия заклинания искажения начали сильно давить на Юуму, но она все еще хотела освободить свою мать или умереть, пытаясь это сделать. Так что Юкина активировала силу своего копья, чтобы нейтрализовать заклинание искажения. Однако она остановилась, когда это было важнее всего, и была сражена рыцарем-фамильяром. Юма предположила, что она была настолько влюблена в Каджу, что не смогла бы заставить себя нанести удар по его телу, поскольку копье могло бы убить Каджу по-настоящему. Хотя это и было правдой, Каджу держала копье, придавая ей мужество, так что они оба атаковали вместе. Но она изогнулась, чтобы уклониться от атаки, и даже несмотря на то, что Каджу предвидел это движение и метнул копье в ее новое место. Рыцарь-фамильяр защитил Юму в последний момент, но Юукина ударила копьем с такой силой, что она уничтожила фамильяра и пронзила ее, в результате чего магия искажения была сведена на нет. И возвращаю Каджу обратно в его тело. После битвы хитрая скромница проснулась и призналась, что притворялась без сознания на протяжении всего сражения, чтобы сохранить свои силы на случай, если Каджу окажется бесполезным вампиром. Затем она спросила, что Юма будет делать теперь, когда она потерпела неудачу. Но она сказала им, что ее работа выполнена, и теперь она свободна заниматься тем, что ей нравится, но, к сожалению, ее внезапно ударил ножом ее фамильяр.